Сегодня готовлю галету с клубникой и миндальным кремом на творожном песочном тесте. Очень люблю этот рецепт за простоту приготовления и потрясающий результат. Давайте готовить! Начинаю с приготовления теста. Сначала протираю творог через сито, чтобы он стал максимально нежным и однородным. Такое тесто очень легко приготовить и вручную. На моем канале уже есть видео, где я подробно показываю этот способ, поэтому ссылку обязательно оставлю в описании и прикреплю на видео. Сейчас готовим песочную основу. В чашу стационарного миксера отправляю муку, холодное сливочное масло и щепотку соли. И это все с помощью насадки весло перетираю до состояния крошки. Затем добавляю желток и немного сахара, чтобы тесто у нас не было пресным, но было вкусным. Перемешиваю до распределения желтка по всему тесту. Затем добавляю творог и быстро замешиваю тесто. Нам нужно просто перемешать все ингредиенты. Не нужно развивать клейковину, потому что у нас тесто песочное, оно должно быть рассыпчатым и нежным. Тесто сейчас липковатое и не совсем удобно с ним работать, поэтому заворачиваю его в пищевую пленку, чтобы отправить в холодильник примерно на 60 минут. Оно тогда стабилизируется и будет удобно в работе. Каменным оно не станет, но будет пластичным. И сразу после холодильника можно начинать с ним работать. Пока тесто отдыхает в холодильнике, не теряю время и подготавливаю начинку. Сначала занимаюсь клубникой, предварительно ее нужно, конечно же, помыть, обсушить и нарезаю ее на 3 части. Если у вас мелкая клубника, то можно разрезать на 2 части. На такую большую галету, как у меня, ушло где-то 500-550 грамм клубники. Поэтому имейте в виду, если у вас нет столько клубники, то можно ее сочетать с любыми другими фруктами или ягодами. Теперь готовлю миндальный крем или по-другому франджипан. Для этого взбиваю мягкое сливочное масло вместе с сахаром до мягкости и легкой пышности. После чего добавляю яйцо и все снова перемешиваю миксером. Конечно, важно, чтобы масло и яйцо были плюс-минус одной температуры. Теперь добавляю миндальную муку и все перемешиваю силиконовой лопаткой. Получается красивая, однородная, аппетитная кремовая масса. Так, тесто отлежалось уже в холодильнике, достаю его, выкладываю на лист пергамента и сверху накрываю вторым листом и раскатываю в большой круг толщиной примерно 3 мм. На самом деле это тесто достаточно податливое и пластичное, и его легко можно раскатать до нужного диаметра. Я делаю раскатку от центра, раскатала, потом слегка повернула пергамент и снова прохожусь скалкой. И так по кругу. И постепенно я получаю нужный мне результат. После раскатки отправляю заготовку в морозильную камеру где-то на 10-15 минут. За это время тесто стабилизируется, верхний пергамент легче будет сниматься, и формировать саму галету становится намного проще. Далее распределяю по центру миндальный крем, отступая от краев примерно 4 см. И красиво выкладываю сверху клубнику. Ну, конечно же, можно выкладывать и некрасиво, если не хотите заморачиваться. Все равно будет вкусно. После этого аккуратно подворачиваю края теста, формируя галету. Именно для этого этапа мы отправили тесто в морозилку, оно будет легче отходить от пергамента, не будет рваться, будет более стабильным. Осталась самая малость — смазать края теста белком, который у нас остался, и посыпать края миндальными лепестками. Я кладу миндальных лепестков прям много, даже так впечатываю их в тесто. С ними галета получается вкуснее. Но вместо миндальных лепестков мне нравится, как звучит в галете кунжут. Поэтому, если нет миндаля, используйте смело кунжут, будет также очень-очень вкусно.
Галета получается достаточно большого диаметра, поэтому я переворачиваю стандартный противень и выкладываю ее на противоположную сторону. Считаю, что так будет намного удобнее. Выпекаю при температуре 180 градусов около 40-45 минут до золотистого цвета. В духовке галета еще больше увеличится в размере, поэтому перевернуть противень было отличным решением. После приготовления даю галете полностью остыть. Для этого перекладываю ее с противня на решетку. Делаю это аккуратно, потому что галета достаточно хрупкая. Когда галета полностью охладится, она становится намного вкуснее. Нарезается ножом для пиццы, просто отлично. Но обычный нож также никто не отменял. Кстати, на моем канале уже есть один рецепт клубничной галеты, но на другом тесте. Если любите галеты, обязательно загляните и посмотрите его тоже. Эта галета получается невероятно ароматной, нежной внутри, с потрясающе вкусным тестом. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и сохраняйте этот рецепт себе в закладке, чтобы не потерять. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока.